пациента постоянные боли в левом плече около месяца. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 43 лет. Дата исследования 13 мая 2023 года. Область исследования левый плечевой сустав, суставные поверхности ровные с признаками минимального субхондрального склероза. В полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости. Скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается. МР-сигнал от него неоднороден. Периартикулярные ткани несколько отечные. По передневерхнему краю головки плечевой кости сформирована зона трабекулярного отека размером 21 на 16 на 12 мм, с формированием костного дефекта размером 7 на 8 мм, глубиной до 6 мм. Костного секвестра в дефекте не определяется. Обращает на себя внимание дегенеративные изменения суставной губы лопатки, преимущественно в верхней трети. МР признаки минимального субхондрального склероза, гипертрофии суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Сухожилие надостной мышцы несколько отечно. Определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично-акромиальным сочленением. Субакромиальное пространство 6,5 мм. Сухожилия подосной, подлопаточной и малой круглой мышцы интактны. Заключение МР. Картина рассекающего остеохондрита головки плечевой кости 4 стадии, дегенеративных изменений суставной губы лопатки по типу SLAP-1, субакромиального импиджмент-синдрома, артроза артрита плечевого сустава и ключично-акромиального сочленения 1 стадии. Рекомендована консультация травматолога. 24 мая 2023 года. М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. У вас рассекающий остеохондрит плечевого сустава, при этой патологии чаще колени поражаются, но бывает и другие суставы. От этого и боли. Также есть импиджмент-синдром сухожилий мышцы, поднимающий руку зажимается между плечевой костью и лопаткой, от этого и боли. Вам нужно проконсультироваться у травматолога.